Hello, я Раско. Какое у тебя было ощущение, когда какой-нибудь ютубер по Роблоксу дает тебе нерабочий способ получить робаксы? Я думаю, это очень неприятно. И в этом видео я сделаю разоблачение на все эти способы и предостерегу тебя от нерабочих. Полезного просмотра. Начнем с конкурсов у ютуберов. Да, получить робаксы этим способом возможно, я не спорю, но если тебя просят оставить комментарий, чтобы участвовать, посмотри на количество этих комментариев. Да их там 1000. Допустим, комментариев 1000, может их больше. Получается, твой шанс это 0,10%. Это меньше, чем 1% в 10 раз. И не факт, что они отдадут эти робаксы. А какая разница? Ведь всего лишь одним хейтером и дизлайком на канале больше. А знаешь, зачем они просят оставить комментарии? Чтобы их ролик продвигался и было больше просмотров и, соответственно, побольше заплатили. Увы, но это правда. Промокоды. Промокоды существуют, я не спорю. Их возможно получить, например, когда ты купил какую-то официальную вещь по Роблоксу. Но использовать этот промокод можно только один раз. То есть другим людям от того, что они ввели уже использованный промокод, ничего не будет. Например, вот у человека много просмотров, видео было опубликовано день назад. Считайте, что этот промокод уже был кем-то использован. Не рассчитывайте на то, что он сработает. И, кстати, не факт, что ютубер вам дает неиспользованный промокод. Возможно, он его сначала сам использовал, а ты думаешь, что не успел. И так не только с ютуберами, так можно из любых источников получать нерабочие промокоды. Сайты, которые дают робаксы. Поясняю. Эти сайты платят ютуберам, чтобы они рекламировали их сайт, чтобы вы заходили на этот сайт, а на этом сайте очень много рекламы, и они хотят, чтобы вы на эту рекламу нажимали, чтобы опять-таки этот сайт получил денег за ваш клик по этой рекламе. А те действия и задания, которые дает тебе сайт и просит совершить их для получения робаксов, это просто бессмыслица. Приложения, которые дают робаксы. Если это приложение в Play Market или Apple Store, то оно будет без вирусов, но суть так же, как и у тех сайтов, где много рекламы и действия бессмысленные. А если приложение где-то в браузере, в интернете, то в нем может быть вирус. Если приложение просит дать ник и пароль от твоего аккаунта в Роблоксе, ни в коем случае не пиши, потому что они могут просто тебя взломать и сделать с аккаунтом все, что захотят. Кто-то скажет: а я так делал и со мной ничего не случилось. Да, потому что до тебя еще не дошла очередь. А вообще эти аккаунты могут продавать, а потом на нем кто-то будет играть. А потом люди удивляются: о май гаш, куда мои деньги делись в Adopt Me? Но до обычных игр немногим есть дело, а по-настоящему опасно тогда, когда у тебя есть робаксы на счету, ведь они могут их украсть через Game Pass, и это главная цель. Игры в Роблоксе, которые дают робаксы. Как правило, это оби, там паркуры, и у этих игр просто такая кликбейтная обложка, что якобы они дают робаксы. На самом деле они просто хотят, чтобы ты зашел в их игру, задонатил им, и у них был онлайн. А при прохождении паркура тебя перебрасывает на другую карту, чтобы ты начал проходить ее и так по кругу. Создатели таких игр тоже платят друг другу, чтобы они перекидывали тебя на другие паркуры, чтобы у всех был какой-то онлайн. И всем донатили. А еще, может быть, для правдивости они оставляют Discord сервер или ссылки на соцсети, куда им можно написать, что ты прошел паркур и чтобы они дали тебе робаксы. Но, скорее всего, они тебя проигнорируют или скажут дополнительные условия, якобы ты должен был задонатить им какой-то минимум, прислать какие-то определенные скриншоты для правдивости и так далее, чтобы не давать тебе робаксы. Ну, исключением является Please Donate, потому что там происходит передача робаксов через донаты от других игроков. Кстати, можешь посмотреть видео по подсказке, там я сделал полный разбор на эту игру с тактикой для заработка робаксов. Сайты с обменом рублей на робаксы по их какому-то определенному курсу. У каждого сайта есть свой курс. Чем больше робаксов дают за 1 рубль, тем опаснее. Да, я попробовал купить на одном сайте. Робаксы мне пришли, но только через 6 дней. И то на 3 робакса меньше, чем нужно было. Все сайты я не проверял и тебе не советую, ведь возможно это финансовая пирамида. Когда небольшие суммы они выплачивают, а когда ты хочешь купить большую сумму робаксов и уже заплатил, то тебе уже робаксы не приходят. А за счет таких больших сумм этот сайт совершает небольшие сделки, чтобы появилось доверие, а потом кидает. Телеграм-боты. Некоторые говорят о телеграм-ботах, которые выдают робаксы. Есть один такой, где нужно ждать 6 часов, чтобы он выдавал тебе до 5 робаксов максимум, но вывести их оттуда можно только когда накопится 888 робаксов. То есть, даже если каждый раз будет даваться по 5 робаксов, и ты будешь получать их каждые 6 часов, то на то, чтобы вывести их, тебе нужно будет 177 дней. Юху! Да! Ты чё, Да. Не легче ли пойти и заработать? Даже если они у тебя накопятся, то не факт, что они тебе их отдадут. Опять же, могут попросить пароль от аккаунта, чтобы взломать. А чтобы не ждать 6 часов, этот бот предлагает задонатить и пригласить друзей. То есть они считают, что люди будут донатить в их бота, чем напрямую в Roblox. Ну, теперь понятно, на чем они зарабатывают. Ты можешь сказать: да, окей, но тогда почему у них на балансе становится больше роблоксов, когда они показывают способы? Тогда знакомься. Изменение кода элемента. Это такая штука, где можно изменить любую
строчка на любом сайте, и она будет отображать то, что ты там написал. Но при обновлении странички изменения сбрасываются. Поэтому если какой-то ютубер говорит, что это правда, но не обновляет страничку, то это неправда. Даже если он обновил страничку и у него эти робаксы остались, то тоже не факт, что это правда. Ведь возможно им заплатили за то, чтобы они показали сайт, который разводит. А для того, чтобы ты поверил, они заплатили ему, чтобы он купил робаксы нормальным способом и типа показал, что это правда. И хочу дать вам совет. Не давайте свой пароль никакому другу. И не важно, что он лучший. Иногда дружбе настает конец, и предвидеть это сложно. Это мораль жизни, говорю на своем опыте. А еще хуже, когда друг завистливый и вспоминает, что у него есть твой аккаунт в Roblox. Когда ты даешь кому-то свой пароль от аккаунта, ты пускаешь его на самотек. Говоришь этим, что твой аккаунт для тебя не важен. А если важен, то не давай никому свои пароли. Ну а если взломали, то лучший выход это создать новый аккаунт. А о том, как правильно это сделать, можешь посмотреть мое видео по подсказке сверху. И не забывай, бесплатная вода только в луже. Фух. Теперь, когда ты ознакомился с лохотронами, советую узнать рабочие способы получения робаксов в другом моем видео по подсказке. С тобой был Раско, твой путеводитель по Roblox. Не забывай подписываться на канал, потому что ты можешь пропустить мое новое видео. Еще увидимся.